Доброго времени суток, дорогие мои подписчики и гости моего канала. В самом начале я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы заходили ко мне на страничку, смотрели мои видео, ставили лайки, писали комментарии. Я безмерно благодарна вам за это. Сегодня я буду готовить гош-нан. Это мясная лепешка, которую я часто делаю. Это палочка-выручалочка, когда тебе нечем накормить, ничего готового нету, чтобы накормить семью. Быстро это можно сделать. Для приготовления понадобится минимум продуктов и минимум затраченного времени. Я беру для этого 500 грамм муки, соль, перец, 2 яйца, 2 луковицы, 300 грамм фарша говяжьего. Вот и все, что нам нужно. Еще нужен будет маргарин для того, чтобы смазывать сочнее. Все. Для начала я сделаю тесто. Для начала я приготовлю тесто. Для теста я приготовила 2 яйца. Желток одного яйца я оставлю для того, чтобы смазывать наш пирог перед выпечкой. Так, добавляю соли, где-то чайную ложечку. Все это замешиваю тесто. Добавляю воды. Тесто у нас должно быть мягкое, эластичное, чтобы оно легко каталось. В приготовлении теста ничего сложного нету. Воды берем столько, сколько возьмет в себя мука. Вот такое тесто у нас получилось. Вот. Очень мягкое. Ну как мягкое? Ну, в меру мягкое, в меру упругое. Вот. Дадим ему нас отдохнуть минут 10. А тем временем я приготовлю начинку. Лук можно нарезать четвертинками, можно нарезать кубиками, как кому удобно. Я режу мелко, кубиками. Не кладу лука побольше, потому что лук даст сочность. Прежде чем добавить лук к фаршу, я его чуть-чуть перемну солью и черным перцем, чтобы он дал сок. Вот. Добавляю соли столько, чтобы фарш она была хорошо по вкусу. И черный перчик. Все это хорошо переминаю. Видите, какой сок выходит с лука? Этот сок потом нам даст вкусноту. Теперь мы берем фарш и добавляем лук. И все это хорошенько перемешиваем. Может, кто желает, может добавить зеленый лук, петрушку. Все это на любителя. Вот так все перемешиваем хорошо. Такой фарш у нас получился. Ой, такая начинка у нас получилась. Фарш я взяла говяжий. Я в основном использую говяжий фарш и мясо говядины. Тем временем наше тесто отдохнуло.
И мы теперь начнем его катать. Вот наше тесто отдохнуло. Его еще чуть-чуть помню, чтобы оно в однородное превратилось. Вот. Вот наше тесто. Теперь мы его делим на 4 ровные части. Вот таких 4 шарика у нас получилось. Мы их уберем в сторону и накроем пленочкой. Один будем катать. Один будем катать. Тесто хорошее получилось. Катать надо тонко. Насколько тонко возможно, настолько надо катать тонко. Потихонечку можно присыпать мукой. Не так много, но можно. Вот такой толщины мы раскатали тесто. Пальцами и просвечиваем. Все, теперь смазываем это все маргарином. Я сейчас наполовину намажу, а половину сделаю, как я обычно это делаю. Накрою второй половиной и постучу по ней. Надо хорошо смазать, чтобы слои были четкие. Вот. Я это люблю делать. Все. Теперь я вот так открываю это все. Расправляю. И наверх кладу второй слой теста. Вот оно на мне. Я его кладу и растягиваю по краям. Вот так, вот таким образом. Верхний слой я тоже буду покрывать маргарином. Я для чего вот так растягиваю, чтобы тесто было, казалось, еще тоньше. Сверху я снова смазываю маргарином, но уже поменьше. Не так, как нижний, потому что нижний будет подпитывать у нас верхний слой маргарина. Вот из этого количества получаются сейчас 2 лепешки такие мясные. Я вам покажу, какого размера. Вот. Видите, у меня верхний слой чуть меньше маргарина. Теперь я кладу начинку. Начинку я буду класть интересно. Вот таким образом. Вот. И по мере того, как я буду закатывать, вот здесь же у нас не будет начинки, я буду докладывать, чтобы у нас получилось мясной, прям мясной. Вот видите, я вот так закручиваю его
таким образом я подтягиваю его и закручиваю. Вот сюда я чуть-чуть вот так размажу фарш, чтобы она у нас вся была мясная. И закручиваю плотненько, плотненько, вот таким образом. Тем временем я включила духовочку. Вот. А теперь я свой рулетик еще вот так перекручу. Вот. Я его вот так перекручу. И потом начну закручивать его в улитку. Вот. Вот такая она у меня получилась лепешечка. Я ее чуть-чуть придавливаю. Присыпаю мукой и чуть-чуть я ее сделаю тоньше. Видите, какая красота у нас получается. Сейчас я ее чуть-чуть раскатаю, чтобы она у нас была потоньше. Теперь я кладу ее на лист. У меня, к сожалению, духовка маловато, поэтому у меня только один поместится. И я смазываю сверху яйцом. Сверху я смазываю вот так красиво, чтобы у нас была красивая такая курочка и яичко. И сверху посыплю кунжутом. Вот, посыпаю кунжутом. Кунжут мы любим. Вот. И ставлю в духовку, разогретую заранее до 180 градусов, на 25-30 минут. Вот что у нас получилось. Вы слышите, как хрустит все. Ох, как горячо, пахнет вкусно. Видите? Слоистые тесто. Вот. И